Всем привет! С вами Мария. Залипательное зрелище. Подошла к окну и залипла. Попала в другой какой-то мир. С чего бы начать, что вам показать? Давайте, наверное, с жемчужин моей коллекции, с юкиданов начнем. Многие зрители моего канала знают, да, этот цветок, этот сорт. У многих уже появились детки этого прекрасного сорта. Летнее цветение было шикарное, потому что размер цветов достиг 14 сантиметров. Это был основной цветонос. Показываю вам с обратной стороны, потому что до конца еще не распустились цветочки. И чтобы в одной плоскости не распускались, пока не буду крутить. Но хочу уже показать, как интересно развивается у него цветение в этот раз. Вот такие у нас корни. Растение старенькое, старушечка моя. Вот смотрите, у него два основных цветоноса летних были. Они у меня процвели. Вот здесь вот я обрезала цветоносик. И из боковой почки, вот отсюда этот цветонос выдал, и вот отсюда два цветоноса. Вот такие два цветоноса. С обратной стороны пока показываю. Вот одна веточка, вот вторая. И третья тоже не из основного цветоноса. А вообще тут очень интересно. Вот он был основной. Потом с боковой цветоножки, почки он тоже процвел. Процвел. И из этой почки уже цвел. И вот отсюда это уже зимнее цветение. Вот он отсюда тоже процвел. Я потом обрезала. И вот он пробудил вот эту почку. Пробудил почку. Красивое цветение. Но мне кажется, что у него за счет того, что несколько цветоносов, не такие крупные цветы, как в летнем цветении. Летом у него было в диаметре 14 сантиметров. Мы с вами обрезали. Бликуют мои лампы. Как бы так снять, чтобы не бликовало. И вон он еще розовый Согу Юкидан. Но это я его так называю для легкости. На самом деле у него название Red Angel. Но это из этой же серии. Цветок с огромными размерами и с шикарными кистями. Вот это вот у него тоже его же цветонос. И вот эти вот цветоносики тоже его. Он покрупнее в этот раз у меня. 12,5 сантиметров. Тоже пока не буду крутить. Вот смотрите, как он развивается. Вот такие тоже у нас корни, листья. Я, кстати, неправильно его выращивала. И он у меня наклонился. Лучше, конечно, поддерживать его в таком вот состоянии, чтобы он не сильно наклонялся. Но уже ничего не сделаешь. Растение мощное, и повернуть уже невозможно будет. Так, смотрим, откуда он цветет и почему там более пышное будет цветение. Потому что вот этот вот цветонос, вот он. Это основной цветонос. Сейчас я вам покажу. Вон он, видите, такая удочка. Он очень длинный и много цветочков. А вот этот цветоносик, он из боковой почки. Из боковой почки цветоноса, который из боковой почки. Вы поняли, да? То есть вот этот вот цветонос был основным. Он процвел. Процвел и отсюда с боковой почки. Потом пробудил вот эту почку, тоже процвел. И уже с этой почки он тоже цветет. И еще один цветоносик. Вот он. От этого же юкидана. Там вот цветочки его. И тоже из боковой почки уже вот этого цветоноса цветет этот красавец. У нас вечер. Попробовала я
выключить лампу. Она, вы знаете, когда смотришь на нее, вообще не бликует. Ну вот, без вспышки, смотрите. Будете потом спрашивать, что это за лампа. Лампа мини-фермер, цветонос называется, девочки. Так, и мальчики. Рядышком у меня стоит чармер, который был с подмороженными корнями. Я вам показывала его, рассказывала, да, как мы восстанавливались и как мы легко восстанавливались, без всяких танцев с бубнами, без пересадок, без тормошений корней. И вот он опять цветет у меня. Шикарное цветение. Один цветонос выпустил, еще боковое вот это вот цветение тоже. Молодец. Обожаю этого красотуна. Мне очень нравится расцветка этой орхидеи. Сейчас попробую показать вам без вспышки. Она более яркая в жизни, чем со вспышкой. Вот, покрывало желтенькое. И вот без вспышки не показывает вот этот вот цвет. Наполнение от крапинок. Немножко другое, более темное. Очень красивый цветочек. Обожаю. Очень-очень мне нравится именно такая расцветка. Она такая жизнерадостная, жизнеутверждающая. Здесь у нас еще несколько цветочков. Я бы принесла с лоджии. Там я подвязывала, видите, как сильно, чтобы они не наклонялись, потому что очень узкая, очень узкий подоконник там. И чтобы не упирались в стекло, я вот так подвязывала. Еще одну орхидеечку тоже перенесла сюда. Это у нас кто? Сейчас я вам скажу. Сан-Франциско. Точно так же оттуда я перенесла. Она очень красивый имеет оттенок. Не просто розовый, а такой сиреневым, как бы. Сейчас попробую. Вот, посмотрите, какая красавица. Очень красивая орхидея. Нравится мне она тем, что цвет очень такой благодарный. Посмотрите, сколько она выдала цветочков. И боковой цветонос еще разбудила. И вот из старого цветоноса тоже выдала. Боковую почку пробудила. И будет скоро пышное, красивое цветение. Вот я его тоже также подвязывала. Прям по стволу. Вот так вела. И таким образом, пока тоже не буду поворачивать, мальчики, девочки, пока не буду. Вот она красавица, которую я вам показывала и рассказывала, у которой 35 цветов мы насчитали. И будет гораздо больше цветочков у нее. Посмотрите, она пробудила бутоны почти на каждой своей веточке. Будет продолжение здесь. Красавица. Подсказали мне ее название, но пока два названия сказали. Не могу определиться, какое из них. Вот. Так что почти нашли название у этой красотки. И еще раз покажу вам ее. Она не просто беленькая. У нее вот на этих нижних лепестках вот здесь такие кляксы на каждом цветочке. Букетик, прям облако. Вообще очень красиво, когда именно много цветочков. Очень красиво смотрится. Но когда она стоит рядом с огоекиданами, вроде бы много и пышное цветение, кажется, смотрите, разница какая. Смотрите. Посмотрите. Это мои бамбуки. А это моя мультифлорочка. Масштабы я вам показываю. Это мои деревья. Вот такие вот громадные цветочки. Скоро распустится мой эксклюзивчик. Вот это вот бабочка. Даже я бы сказала пилорик в этот раз. Она бывает распускается как бабочка, а бывает как пилорик.
название этой орхидейки. Полностью, когда распустится, я вам покажу, конечно, как она выглядит. Night Rider. Еще одна красотка. Одна из моих любимых орхидей. Egyptian называется. Египетские пески, закат. Все видно в этой орхидее. И я вам обещала показать, как распустится непонятная форма бутон. Вот так распустилась эта орхидея. Одной петали у нас нет, а одна вот такая деформированная получилась. Такой недоразвитый бутончик, а все остальные цветочки очень красивые. И я так понимаю, что она любит доращивать свои цветы, потому что вот отсюда, мне кажется, она пустит еще бутончик. Плохо видно, плохо. Сейчас. Ну вот, как могу, так и приблизила. Мне кажется, уже формируется цветочек. Здесь два цветоносика у нее. И оба пробудились из старых цветоносов. Это боковая почка. Здесь 3 цветка. И эта боковая тоже почка пробудилась. Тоже 4 цветочка. Еще один будет. И, возможно, будет продлевать. Красивая орхидейка. Ой, как ярко показано. Телефон, конечно, немножко не так передает. Ну, красавица. Она, кстати, как хамелеон. В зависимости от того, как падает свет, она меняет оттенки. Очень красивый сорт. И мне нравится обратная сторона цветка. Она такая желтенькая. Сейчас покажу. Тоже очень красивая. Со всех сторон. Золотистая такая. Прелесть, прелесть, конечно. Изумительный сорт. Там еще 2 орхидеи. Это бывшая сингала орхидеечка. Трудно мне показать, будет далековато стоит. И орхидея Тессион. Но потом распустится, я вам покажу их. Красоточки. И мой антуриум, с которым я все-таки подружилась. Ярко-красный цвет. Здесь он больше морковный такой, а в жизни он более насыщенный. Больше красного в нем. Такой ближе к крови, цвета крови. Вот. И там вот еще 3-й бутончик. Размер миди антуриума. Красивый. Тоже цветочек нравится мне. Вот. Наверное, пожалуй, все на сегодня. Буду еще показывать вам. Кстати, нет. Смотрите. Хотела вам показать. Помните, мне подарили подарок? Детку. Орхидея называется Монако. Ирочка мне дарила. И вот какие у него интересные бутоны. Она мне подарила уже с формированным цветоносом. Это не мое цветение, это она. Молодец. И у него коричневого цвета бутоны. Сейчас приближу. Так, как же вам показать? Это очень интересно. К сожалению, из-за того, что света не хватает с улицы, не могу вам показать. Это очень красиво. Необычно будет цвет у цветов. Жду с большим нетерпением. Ну вот, теперь, наверное, на этом все. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. С вами была Мария. Всем пока. Пышного цветения вашим орхидейкам.